Крым затопило из-за аномальных дождей. Город Керчь и несколько сел подтопило из-за обильных осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов осмотрел Керчь на лодке. В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин утром 17 июня сообщил, что из-за обильных осадков подтоплены центральные улицы города, ими не проехать, поэтому рекомендовал воздержаться от выезда на личном автотранспорте. Из-за обильных осадков вышла из берегов река Мелек-Чесме, подтоплены большое количество домов и городская больница номер 1. Тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства задействованы для спасения людей, сообщил Бороздин. Затоплены улица Жени Дудник, Комарова, Вокзальное шоссе, Пирогово, Советское. Примерно 236 домов частных и многоквартирных. Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов прибыл в Керчь. Он проплыл по затопленному городу на моторной лодке. Его сопровождали глава администрации Керчи Сергей Бороздин и глава регионального МЧС Сергей Садаклиев. За лодкой плыли несколько человек. Как объяснил советник Аксенова Олег Крючков, это сотрудники МЧС, которые так добираются до городской больницы. По его словам, воды вместе съемок по грудь проще плыть, чем идти. Сам Аксенов сказал журналистам по телефону: «Мы практически вплавь тут передвигались. Воды по колено, брюки, ноги все мокрое. Если не по пояс, то выше, чем по колено было воды, такая ситуация». Самая непростая ситуация сложилась в Керчи. Посетили больницу, где затоплены цокольные этажи, также затоплено много жилых помещений, коммерческих объектов, автомобилей. Принимаются меры для оперативной помощи людям, своевременной эвакуации из пострадавших районов, дальнейшей компенсации потерь. Аксенов намерен был в течение дня посетить все подтопленные районы. Это природная катастрофа, но уверены, что общими усилиями удастся справиться с этой бедой. Накануне затопило дома и дворы в селе Урожайное в Советском районе, в селе Ореховка в Кировском районе. Ночью затопило также село Приозерное в Ленинском районе Крыма, десятки людей эвакуировали. На востоке Крыма из-за ливней ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Позже сообщили, что режим ЧС введен по всему Крыму. Река Джерджава, она вышла из берегов. Потоком воды под этим мостом была снесена труба кабельной канализации связи. От уровня воды мост разделяло буквально метр. Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Сотрудники прокладывают кабели для каналов связи. Власти Крыма пообещали, что компенсируют ущерб жителям Керчи и соседних районов, где после ночного ливня подтоплены дома и соцобъекты. По данным СМИ, сильные ливни шли всю ночь на четверг на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало до 1,5 нормы осадков 72 мм. Вслед за городом Керчь затопило город-курорт Ялта. В ночь с 17 июня на 18 город затопило после сильных дождей. Власти попросили жителей оставаться дома. В Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение 6 часов в городе выпала месячная норма осадков, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. В Ялте затопило все переходы, подтопило несколько многоквартирных домов, а также хозяйственную зону Крымэнерго, что угрожает отключением электричества. Больницы и другие социальные объекты Ялты не пострадали. В поселке Форос под Ялтой отключили подачу питьевой воды. В Крымском гидрометцентре прогнозируют, что дожди в регионе сохранятся в течение суток. В Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.